Доброе время суток, уважаемые рукодельницы! Всем большой творческий пламенный привет! Я всегда пренебрегала двойной резинкой. И объяснить это могу следующим. Я всегда видела на фотографиях, двойная резинка, если, то она обязательно выглядит торчком, вот так вот. То есть вот так вот стоит. Может быть, людей так устраивает, может быть, это задумка такая. Но я вот именно, если начинаешь сверху вязать резинку, то есть там наружную часть вяжем одним номером спиц, например, четверочкой, да, а вторую, там, внутреннюю часть мы вяжем, например, спицы меняем на поменьше, потому что, чтобы обеспечить прилегание. Мне даже это не помогало. Далее мы соединяем это по 2 петли вместе, то есть заднюю сторону, да, и переднюю сторону. И далее вяжем ложную петлевку. Вот здесь вот и получается то, что мы когда соединили, у меня по-другому просто сейчас здесь. Когда мы соединили одну сторону с другой по 2 петли и начали вязать кетлевку у нас отдельно. И поэтому от кетлевки вот эта часть, сама двойная резинка, стоит торчком. Когда я это поняла, я начала искать другое решение. Поэтому, выполняя двойную горловину, я ее сначала набираю, я люблю вязать сверху вниз, изделие я начинаю набирать набросовую нить, а уже потом начинаю вязать резинку со стороны переда, делаю фиксированный подгиб, номер спиц я не меняю, вяжу теми же, которыми вяжу лицевую сторону резинки, и только внутреннюю часть резинки меняю. Далее я внутреннюю часть вяжу длиннее, чем наружную. То есть я ее вяжу по высоте вместе с ложной кетлевкой. И уже там я ее цепляю. Кетлюю я ее, это ложное кетлевание, да, крючком очень просто. Там видно будет накид. Я сейчас все покажу вам в мастер-классе. И таким образом, посмотрите, какая аккуратная горловина получается. Во-первых, это эстетический момент, да, его никто у нас не отменял. Те, кто вяжет на продажу, да, им этот вариант подойдет очень. Смотрите, это изнаночная сторона. У нас закрыта вот эта ложная кетлевочка. Еще раз повторюсь, когда она открыта по изнаночной стороне ложной кетлевкой, то тогда мы имеем эффект вот такой, когда горловина вот так торчком стоит. Я не стала собирать в интернете много таких фотографий, чтобы никакую вязальщицу не обидеть. Может быть, им так нравится. Мне так не нравится. Я люблю повозиться, и чтобы вещи вот довести до ума. Поэтому сыну я отвязала джемпер и себе вот такую красотищу. Те, кто любит доводить изделия до ума, я думаю, со мной останутся и научатся этому. Еще я считаю очень выгодно обрабатывать горловину именно когда изначально изделие было набрано на набросовую нить. Почему? Потому что обрабатывая горловину потом, после того, когда вы отвязали изделие немножечко вниз, да, я обычно это делаю до подрезов, я отвязала и потом обрабатываю горловину. Потому что за счет смены номера спиц и выбора спиц можно либо сузить горловину, да, сделать ее ближе к шее. Кстати, этого же можно достичь и высотой самой резинки. То есть, чем выше у вас резинка, тем ближе к шее будет у вас горловина. Да? То есть, вот здесь вот можно очень хорошо лавировать. Показывать я буду на резинке 1 на 1, где лицевая петля скрещенная. Можно вязать, конечно же, обыкновенную лицевую петлю. И, естественно, будет вопрос о резинке 2 на 2. Девочки, все то же самое, просто кратно 4, значит, количество петель у вас должно быть. И провязываете, делаете те же самые действия, единственное, фиксированный подгиб. Ну, то же самое выполняется. 2 петли провязываете, 2 петли старайтесь не затягивать, переснимайте на спицу. Для начала надо определиться, с какой стороны надо начинать распускать бросовую нить. Я обычно в конце, когда набираю набросовую нить, делаю вот такую косичку. То есть мне понятно, где у меня заканчивался набор петель. Поэтому я распускаю вот эту длинную косичку для начала. Если я вязала основное полотно спицами номер 4, то сейчас я беру спицы номер 3. Итак, распускаю косичку. И начинаю собирать на спицу номер 3 аккуратненько все петли.
Мало того, мы будем вязать меньшим размером спицы, просто еще и удобно поднимать петли меньшим размером спиц. И вот так по кругу аккуратненько каждую петелечку поднимаем. Последние 3 петли мне нужны. И я подняла свои 120 петель. Так, вспомогательную ниточку убираем. Теперь, если вы вяжете регланом, то определите, где у вас спинка перед рукава. И я обычно делаю где-нибудь сбоку на плече, чтобы это не было видно. Все равно состыковка будет видна, да, чтобы это не было. Раньше я делала, чтобы это было, начиналось со стороны спинки, с середины, а теперь стала делать, ну, на плече вроде как менее заметно. Это если у вас реглан. У меня круглая кокетка, и у меня, допустим, вот понятно, что у меня будет еще азиатский росток, поэтому начало кругового ряда у меня начинается спинка. Ну вот относительно где-то, значит, визуально делаю, да, примерно оцениваю, где у меня должен быть рукав, и получается, что примерно, ну, где-то вот здесь. То есть несколько петель я переснимаю, чтобы оказаться, ну, скажем так, на плече, да. Это на ваше усмотрение, где у вас будет начинаться круговой ряд. Для начала мы сейчас проведем вот такой изнаночный ряд. Я точно так же выполняла эту горловину. И для этого мне понадобятся спицы, которыми я вязала основное полотно. Вязала 4, значит, беру спицу номер 4. И целый ряд провязываю спицами номер 4. Довольно туго. Это подготовительный ряд, мы его считать не будем. Провязываем изнаночными петельками. Заканчиваю изнаночный ряд. И снова понадобится спица номер 3. То есть 4 я вязала как основное полотно изнаночный ряд. 3 я буду вязать саму ложную петлевочку, а 3,5 буду вязать саму резинку. Итак, спица номер 3 теперь понадобится. Вот эти хвостики потом все приберем в эту же самую полую резиночку. Теперь нужно удвоить петли. Накид, лицевая петля, накид, лицевая петля. Я делаю накид прямой, то есть ниточка лежит на спице от меня. Впоследствии я буду его переворачивать, этот накид. Я так привыкла, и у меня, если я делаю обратный накид, когда ниточка лежит на спице к нам, то мне потом неудобно доставать этот накид из-под следующей петли. Так что имейте в виду на ваше усмотрение вот этот момент. Итак, я буду делать обыкновенный накид. Ниточка лежит на спице от меня. И провязывать лицевую петлю. Так, подтянули здесь. Снова накид, лицевая. Это подготовительный ряд. Накид, лицевая. И так до конца кругового ряда. Подготовительный ряд довязываем вместе. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и накид, лицевая петля. Спицы номер 4 мне больше не нужны. И теперь я буду всю ложную петлевку вязать спицами номер 3. Итак, понадобится как-то обозначьте, где начало кругового ряда. У меня первый ряд. Итак, то, что у нас сейчас накиды, это у нас будут изнаночные петли. Количество рядов должно быть четным. В итоге провязана ложная петлевка. Мы будем чередовать 2 ряда. Значит, в одном ряду изнаночные, в другом лицевые. Итак, в данном ряду у нас изнаночная петля, это накид вот сейчас является. Ранее я вам говорила, если вы делаете обратный накид, то он у вас вот так расположен на спице. То есть от вас. И вы его провязываете за переднюю стеночку изнаночной петлей. Неважно, бабушкина она у вас изнаночная петля или классическая. Значения не имеет. Далее лицевую петлю переснимаем на правую спицу, ниточка остается за работой. Снова накид мы провязываем изнаночной петлей. Так как у меня расположен накид неправильно, я его переворачиваю просто. Мне так удобнее. Это дело привычки.
Изнаночную провязали скрещенной, лицевую переснимаем, ниточка за работой. Снова накид я провязываю изнаночной скрещенной петлей, так чтобы не было дырочки, да, лицевую снимаю, нить за работой. И так далее. Продолжаем первый ряд до конца кругового ряда. Завершаем первый нечетный ряд вместе, в котором мы во всех нечетных мы будем провязывать только изнаночные петли. В данном случае в первом ряду это у нас накид. Накид мы провязываем скрещенной изнаночной петлей, лицевую перекидываем на правую спицу, ниточка за работой. До конца ряда вместе идем. Изнаночная скрещенная из накида, лицевую переснимаем, ниточка остается за работой. Перекидываю счетчик рядов и начинается второй четный ряд. Теперь мы будем наоборот изнаночную переснимать, ниточка у нас будет перед работой. Первая у меня изнаночная, я ее переснимаю, нить перед работой. Следующую лицевую провязываю, изнаночную переснимаем, ниточка перед работой, лицевую провязываю и так далее. Все четные ряды будут вязаться одинаково: второй, четвертый, шестой, по желанию восьмой. Я делаю или 6, или 8 рядов. Второй четный ряд заканчиваем вместе, изнаночную снимаем, ниточка перед работой, лицевую провязываем. Закончим вместе, так как у многих переход от одного ряда на другой вызывает именно трудности, куда ниточку деть, да? Лицевую петлю провязали, перекидываем счетчик рядов. Третий ряд у нас нечетный, вяжем изнаночные петли. Ниточку перед работой провязали изнаночную петлю, лицевую переснимаем, ниточка остается за работой. В нечетных рядах мы вяжем только изнаночные петли. Лицевую пересняли, ниточка за работой, изнаночную провязываем. И так чередуем вот эти два ряда. Последний ряд должен быть четным. Либо шестой провязанный, либо восьмой. А далее мы встречаемся. Заканчиваем шестой ряд вместе. Изнаночную переснимаю, ниточку перед работой, лицевую провязываю. И 6 рядов у меня провязано. Далее меняю номер спиц, и теперь нужно провязать все петли по 2. Вернуть свое изначальное количество петель, так как мы их в первом ряду, да, в нулевом ряду удваивали. Итак, провязываю изнаночную с лицевой вместе одной лицевой. Спиц при этом меняю на 3,5. Ими я буду вязать резинку. То есть сейчас мы отвязали вот эту ложную кетлевочку, она у меня здесь чуть больше сантиметра, и далее я буду вязать резинкой. Итак, лицевую провязали, следующие 2 петли вяжу изнаночной одной петлей. Снова 2 петли изнаночная и лицевая провязываю одной лицевой. Следующих 2 петли изнаночную лицевую, они у нас парно так стоят, провязываю изнаночной. Таким образом выхожу на резинку 1 на 1, спицы сказала, при этом поменяла. Вяжем на ту высоту резинки, на которую вам хочется, нравится. Довязываю последний 8 ряд по высоте, мне достаточно. Лицевую я вяжу за заднюю стеночку, то есть не за переднюю, а лицевая у меня скрещенная, поэтому за заднюю стенку. А для того, чтобы горловина была уже. Когда лицевая скрещенная, она немножко сужает горловину. Итак, 8 рядов я провязала. Теперь мне нужно сделать фиксированный подгиб для того, чтобы горловина была здесь вот торчком не стояла, а был фиксированный сгиб. Так она аккуратнее смотрится. Как провязывается сгиб? Следующих 2 ряда буду провязывать. Ставлю счетчик рядов на первый ряд. И следующих 2 ряда буду провязывать так. Лицевую провязываю. Теперь здесь не важно, скрещенная она будет, я буду вязать классической.
За переднюю стенку провязываю лицевую, изнаночную переснимаю на правую спицу, ниточка остается перед работой. Лицевую провязываю, изнаночную переснимаю, ниточка перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную переснимаем, нить перед работой. Номер спиц не меняю, для того чтобы вот этот сгиб не был сильно затянутым. Менять номер спиц я буду, когда пойду вязать внутреннюю часть горловины. Довязываю второй ряд фиксированного подгиба, изнаночную снимаю, лицевую провязываю, изнаночную последнюю снимаю, ниточка перед работой. И теперь мне нужно сменить номер спиц для того, чтобы выполнить внутреннюю часть горловины. Я беру спицы номер 3 и далее вяжу. Лицевая скрещенная у меня будет также и изнаночная петля. Это первый ряд внутренней части. Довязала внутреннюю часть резинки, у меня это 9 рядов. Иногда бывает больше, иногда бывает меньше, всегда как-то по-разному. Здесь мы просто складываем, там где у нас фиксированный сгиб, его видно. Складываем по этому фиксированному сгибу и смотрим так, чтобы у нас закрывалась ложная петлевка с внутренней стороны. То есть вот так сложили и оценили высоту внутренней части. Мы видим, что у нас здесь нам понадобятся вот эти сейчас петельки. Это те накиды, которые мы делали, когда удваивали перед ложной петлевочкой петли. И вот эти вот накиды, вот они нам понадобятся сейчас. Итак, значит, наружная часть, фиксированный подгиб, внутреннюю часть вязали меньшим номером спиц, чтобы обеспечить прилегание к горловине. И теперь нам нужно припетлевать крючком будет внутреннюю часть. Если смотреть снаружи, то это вот под вот эту вот ложную петлевку. С изнаночной стороны это будут вот эти вот петельки. Итак, разворачиваемся на изнаночную сторону. Вот у нас последняя провязанная петля. Опускаемся вниз и под ней находим вот эту вот петелечку. Напоминаю, это предыдущий накид, когда мы только начинали делать ложную вот эту петлевку после изнаночного ряда, когда мы удваивали петли. Итак, опускаюсь, нахожу вот эту петельку. Теперь забираю петлю с левой спицы и ниточку пока оставляем и протаскиваем сквозь эту петельку. Таким образом у нас уже мы вывели ниточку на изнаночную сторону. И теперь будем по изнаночной стороне работать. Теперь входим в следующую, будем работать справа налево, в левую сторону пойдем. Следующую такую же петельку, которая у нас была ранее когда-то накидом. Далее ниточку я завожу за спицу, снимаем следующую петлю, подхватываем нить рабочую, снимаем со спицы, петлю протаскиваем сквозь одну петлю и ту, которая у нас на крючке. Вот так. Еще раз. Входим в петельку, их очень хорошо видно под ложной петлевкой. Теперь в петлю под спицей вытаскиваем ниточку рабочую, скидываем, протаскиваем один раз и сквозь оставшуюся на крючке. Снова еще раз показываю. Заходим. Далее в петлю вытаскиваем ниточку, петлю скидываем, протаскиваем один раз и второй раз. Стараемся вот эту косичку не затягивать. Еще раз давайте. Входим, накид, который у нас был под ложной петлевкой, петельку, ниточку вытащили, один раз протаскиваем и второй раз протаскиваем. И давайте закончим вместе. Последних у меня 4 петли.
Еще пару петель. И последняя петелька, она у нас будет вытянутая, точнее растянутая. Сейчас я расскажу, что с ней делать, чтобы было аккуратно. Протащили. Теперь ниточку можно обрезать смело, она больше не нужна. И вытаскиваем просто нить. Теперь вот эта петелька последняя, она растянута, просто за счет соседних петель ее нужно подтянуть. Теперь я беру эту нить, и вот у нас последняя петелька, крючок втаскиваю, захватываю ту, которая у нас немножко подрастянута, и отправляем на изнаночную сторону нашу нить. Теперь захожу ту, которую мы последнюю продергивали, в центр этой петли. Это откуда ниточка выходила, да? Ну, я здесь думаю, сами сообразите. И сформировали последнюю петлю. Ну, это так, чтобы вот прям совсем идеально было. Теперь этот хвостик я просто убираю. Так как у нас с этой стороны ложная петлевочка, можно с этой крючок внутрь вложили, да? Здесь подхватили и протаскиваем. Вывожу хвостик и еще разочек, так, чтобы ниточку не было видно. Все, горловина двойная готова. Так, еще понадобится, значит, еще. Все хвостики перебираем. Там тут еще один хвостик, его также надо будет вывести на изнаночную сторону, так как лицевая. И вот она, двойная горловина. Готово. Желаю вам легких петелек. Самое главное, девочки, будьте здоровы.